Вариантов приготовления этого блюда великое множество. Все зависит от того, что есть в огороде или в холодильнике. Для начала подготовленный очищенный сырой картофель нарезаю кубиком. Засыпаю в кастрюлю, заливаю холодной водой и ставлю на огонь до закипания. Список продуктов, которые нужны для приготовления этого блюда, вы найдете в описании под этим видео. Лук нарезаю кубиком. Для моркови можно выбрать любую нарезку или натереть на терке. На это количество мне достаточно одной луковицы и одной моркови, а воды где-то 2 литра. Зеленый борщ получается густой и наваристый. Также в пассеровку можно добавить корень сельдерея, пастернака, петрушки. Такое сочетание или дополнение добавит густоты и вкуса. На сковороду с маслом высыпаю лук и обжариваю его несколько минут на среднем огне. Картофель закипел. Добавляю соль и варю до полуготовности. Засыпаю морковь и продолжаю обжаривать до золотистой корочки. Свежий щавель я перебрала, удалила загрязнения, промыла под проточной водой. Нарезаю его покрупнее. Для разнообразия можно добавить крапиву или черемшу. Картофель почти готов. Добавляю к нему лук с морковью. Даю им вместе провариться до 5 минут. Есть время как раз приготовить яичную смесь для зеленого борща. Для этого нужно взять яйцо и добавить немного лимонного сока. Перемешиваю слегка вилкой. Нарезанный щавель. У меня еще была кое-какая зелень. Петрушка и зеленый лук. Их я также нарезала и добавила в борщ. Много зелени не бывает. Теперь, перемешивая борщ, который кипит, вливаю яичную смесь. Доводим до вкуса. Попробуйте, чего вам не хватает. Я добавила молотый кориандр, специи для первых блюд, хлопья сладкой паприки. Также, ориентируясь на вкус, добавьте соль, сахар или чеснок. Быстрая намазка из кабачков, легкие рулетики из лаваша с зеленью и очень вкусный летний томатный суп в заставках к этому видео. Наваристый и простой в приготовлении борщ готов. Приятного аппетита!